Здравствуйте, друзья! Меня зовут Арая Каирканова. Я основатель сети центров «Скульптор by Арая Каирканова» в Казахстане, специально для канала Pro Beauty KZ. Я сейчас покажу вам омолаживающий массаж для возбуждения фибропластов. Как известно, фибропласты – это клетки, которые производят эластин, коллаген и гиалуроновую кислоту. Они находятся в дерме. И самое главное – их возбудить, потому что после 25 лет они начинают засыпать. А сейчас мы начнем нашу процедуру, и начнем мы с очищения лица. Умоем. Захватим область шеи, область декольте. В этот момент средство очень хорошо проникает в эпидермис, размягчает и вымывает все токсины и всю грязь и споры кожи. Я никогда не тороплюсь при умывании, потому что понимаю, чем мягче и подготовленнее лицо, тем лучше потом будет результат. Так как лицо было оно практически чистым, поэтому мы эту процедуру делаем очень быстро. Когда я почувствую вот этот вот хруст чистоты, это сигнал о том, что поверхность кожи практически чисто умытая. Я наношу сыворотку. Мы работаем на сыворотке, потому что сыворотка прекрасно проникает очень глубоко в эпидермис и уже готовит нашу кожу к возбуждению фибропластов. Вся косметика должна быть в составе из экстрактов, потому что экстракты – это прекрасные помощники для питания. Это получается, что это питание каждой клетки. Я буду наносить сыворотку очень часто. Почему? Потому что чем больше я наношу сыворотку, тем глубже погружение состава в нижние слои кожи.
очень важно уделить внимание области декольте, потому что именно в грудном протоке изливается вся лимфа. Поэтому акцент я сейчас сделаю на область декольте. Включаем лимфу. Руки абсолютно не напрягаются, только работает тело. Когда сыворотка впиталась, теперь можно начинать массаж. Я растягиваю фасцию груди. Чем больше я ее растяну, тем сильнее упадут плечики назад. Соответственно, это уже будет влиять на осанку. Чем больше я раскрою грудь, тем длиннее будет шея спереди, что повлияет на то, что шея уйдет тоже назад и выровняет осанку, сделает ее красивой, царственной. Сейчас все мои усилия направляются на растяжение фасции груди. Самое главное – работать медленно. Фасция тепленькая стала. Я уже чувствую, что она стала удлиняться. Это очень хороший признак. Соответственно, мне будет легче сейчас отработать платизму. После растяжки фасции груди и включения грудного протока для лимфотока я перехожу уже к шее. Чаще всего шея уходит в дряблое состояние из-за того, что нет кровоснабжения к платизме. Мы должны тоже включать эту мышцу и намного чаще, чем само лицо. Платизма очень любит, когда ее расчесывают в кавычках против шерсти. Как известно, костюмчик всегда идет у нас вниз. Это спереди, сзади, вверх. Из-за этого меняется осанка. Нам нужно расчесать платизму против шерсти. Вот таким образом. Я очень люблю это упражнение, потому что после него действительно шея очень красивая у наших пациентов. На самом деле, именно кровь – это и есть питательная среда для наших мышц. Если бы кровь всегда поступала хорошо, то, наверное, процесс старения мы могли бы отодвинуть на 30 лет назад. Ну, это я так думаю. На самом деле шея – это трубопровод, по которому бежит вся кровь с нашего живота. Поднимается, обогащает наш мозг в первую очередь, и все, что остается, уходит уже на мышцы лица. Поэтому мы шее должны уделять максимальное внимание и максимально ее отрабатывать. Известно, что на шее есть такие мышцы, как лестничные, передняя, средняя, задняя. Вот грудина, ключично-сосцевидная, грудина, ключично-сосцевидная. 3 места крепления. Эти мышцы особенно нуждаются в том, чтобы их включать. Почему? Если они затянуты, то по шее, по нашему трубопроводу не побежит нужная жидкость
кровь, ферменты, витамины, плазма и так далее, все что угодно. И мышцы не получат достаточного питания. Поэтому для того, чтобы включить эти мышцы, мы сделаем такое очень легкое упражнение. Сейчас мы расслабим, наши мышцы шеи. Для этого мы повернем голову. Очень мягенько. Начнем вытягивать. Фасцию мышцы. Каких? Грудино-ключицы-сосцевидных и лестничных мышц. Ничего не пережимаю, делаю мягко, осторожно. Это все-таки шея. И очень хорошо нужно теперь эти мышцы растянуть. От центра мы растягиваем в разные стороны, вниз и вверх. Это движение мы делаем медленно, осторожно. Видно, как жилки начинают здесь напрягаться. Это как раз говорит о том, что вы очень правильно растягиваете фасцию шеи. Теперь можно перейти к подчелюстной зоне. Подчелюстная зона, она очень важна для любой женщины, как и для косметолога, массажиста. Здесь сконцентрировано очень много лимфоузлов. Подбородочная, подчелюстная, все шейные мышцы, сосцевидные, околоушные, щечные. Поэтому проработка именно этой зоны занимает очень важную и главную роль в массаже. Я ее прорабатываю обычно так. Крестиком. Сначала вот таким образом, затем вот таким образом. Раскачиваю лимфу. Еще раз. Еще раз. Лимфа очень медленно двигается. 4 сантиметра в секунду скорость его движения. Поэтому мои движения должны быть примерно такие же, как и скорость лимфы. Только тогда мы придем к соглашению с лимфой, и она начнет двигаться.
Немножко растягиваю фасцию, потому что чем длиннее я здесь растяну, тем красивее будет подбородок. Делаю мягко, без дискомфорта пациенту. Вот у нас и проявился угол молодости. Делаем здесь также. После того, как мы закончили с важной частью, мы переходим уже к лицу непосредственно. Начинаем мягко растягивать фасцию на лице. Хотя ее там очень мало, этой фасции, но тем не менее она есть, присутствует. И очень часто на лице скапливается жидкость, токсины, слизь. Это все надо возбудить на то, чтобы они стали направляться в сторону лимфы и вытекать из-под кожи нашего лица. Очень хорошо отрабатываем именно щечную зону. Очень часто от того, что накапливается очень много фиброзов под кожей в этой части, щечки сползают вниз, и у нас появляются брыли. Поэтому мы очень хорошо разрабатываем эту зону. Теперь мы дошли до мочки уха. Отработаем околоушную зону. Нам очень важно освободить все фасции околоушной зоны. На это будет влиять, как потянется само лицо после процедуры. Также я эту фасцию растягиваю. Это очень приятно. Пациент чувствует наслаждение. Сразу пройдемся дальше и дойдем до височной области. Продолжаем дальше. Остановимся на носогубных складках. Здесь у нас большая скуловая, малая скуловая. Чаще всего, когда они уходят в спазмированное состояние, складка становится явной. Чувствуем фасцию. Она плотная, жесткая. Я ее превращаю в нежную и гладкую.
Только в таком состоянии фасция начнет работать, и наша кожа, поверхность нашей кожи станет гладкой, без морщин, без холмиков и без всяких углублений. Я работаю на уровне фасции, я ее чувствую, поэтому у меня будет очень хороший результат. Я подошла до скуловой зоны. Это очень важная зона. Я здесь тоже побуду немножко чуть дольше и потяну мягко, плавно вверх, как будто растягиваю фасцию. На самом деле в этот момент растягиваются глубинные мышцы, которые находятся глубже, отпускают нашу скуловую кость. Известно, весь наш череп очень подвижный. Он состоит из 29 косточек. И сама кость скуловая начинает мягко и постепенно, непрерывно двигаться вверх. В этот момент пациент чувствует себя очень хорошо, только в том случае, если вы работаете с фасцией. Теперь мы сделаем то же самое, но только с другой стороны. Мягко, нежно, не продавливаем сильно. Руки не работают, работает только ваше тело. Напряжения в руках нет. Напряжение только в вашем теле. Но оно раскачивается очень мягко и нежно. Я еще раз хочу пройтись. Если вы допустите напряжение в пальцах, вы можете причинить вред вашему пациенту. Оставить синяк, например, или боль, которую фасция запомнит и еще жестче станет, и уже не пустит вас в следующий раз. Мы дошли до мочки уха и начинаем расслаблять околоушную зону. Что происходит в этот момент в дерме? Фибробласты, наши клетки, которые производят коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, начинают раскрывать свои ручки. Они как солнышко, у них очень много ручек. И в этот момент они начинают входить в состояние активной деятельности, и постепенно запускается процесс омоложения. Как вы это почувствуете? После процедуры вы должны потрогать свое лицо и почувствовать, что оно стало упругим. Вот здесь я чувствую очень сильное напряжение. Я здесь поработаю немножко. Доходим до зоны виска.
В височной зоне бывает очень сильное напряжение, как в этом случае, с левой стороны нашего пациента. Нужно будет немножко здесь задержаться, потому что в будущем это может привести к асимметрии лица, например. После того, как я почувствую, что фасция размягчилась в этой зоне, я заново перехожу уже ниже. Когда вы растягиваете фасцию лица, вы должны прям проникнуться в глубину его. То есть не на поверхности работать, а на глубине. Примерно как я. Именно носогубные складочки находится все напряжение мышц лица. Поэтому эту складочку я буду отрабатывать основательно. Можно так. Кому как удобно. Можно даже так. Самое главное, что не было напряжения в руках. Пациент расслабляется, потому что расслабляются его мышцы, его фасция. Я очень радуюсь от мысли, как в дерме начинают оживать фибропласты. И как пациент будет счастлив. Потому что визуализация – это почти 90% нашего успеха. Мы всегда должны думать только о прекрасных моментах в этот момент, именно массажа. Здесь я чувствую жесткость, и это понятно, потому что здесь носовая мышца идет, мышца, приподнимающая верхнюю губу. Здесь прям переплетение мышц, и здесь всегда идет некая жесткость. Мягко убираю эту жесткость и продолжаю свой путь дальше. После того, как мы возбудили все фибробласты на нижней части и средней части лица, теперь мы мягко переходим к следующей фазе. Это лифтинг. Наша сыворотка работает сейчас. Мы будем подтягивать. Расслабляю затылочную часть. Для чего необходимо расслаблять затылочную зону? Затылочная зона отвечает за все мышцы нашего лица. Если она напряжена, мышцы лица всегда будут уходить в спазм. Вот таким мягким образом расслабляем затылок. Затылок держит наш позвоночник, соответственно, все наше тело.
Представляете, в каком жутком спазме бывает он? Все задние мышцы шеи тоже расслабляются. Приступаем к лифтингу. В этом движении очень важно, чтобы мышцы почувствовали некое расслабление и приток кровоснабжения. Я немножко сгоню лимфу, потому что я чувствую, что здесь он необходим, этот метод. С нижней части, с средней части, с верхней части. Собрала и согнала. Теперь приступаю к лифтингу. Верхнюю часть лица начинаем с того, что мы расслабляем лобное брюшко, это мышца, вот таким образом. Перехожу к корругаторам. Корругаторы – это мышца, сморщивающая бровь. Мягко перехожу к круговой мышце глаза. Размягчаю, разворачиваю сморщенную мышцу и направляю ее кверху. Здесь чистая работа пальчиков, ювелирная работа. Корругаторы, корругаторы, круговая мышца глаза, корругаторы. Перехожу на другую часть лица. Круговая мышца, она тоже очень тоненькая. Ее очень можно быстро скомпрометировать, если будет недостаток питания, крови. Поэтому круговой мышце глаза нужно уделять максимальное внимание. Если мы хотим подтянутые веки, а не опущенные, сразу поднимаются бровки, разглаживается верхняя часть лица. Разглаживаем круговую мышцу глаза снизу. Это тоже лифтинг, но только в разные стороны, потому что она находится внизу.
Видите, я не растягиваю кожу. Мои пальчики двигаются очень мягко, не вызывая никакого дискомфорта для пациента. Когда мы отработали уже верхнюю часть лица, мы захватываем все лицо в комплексе и создаем подтяжку. Руки двигаются мягко, плавно и нежно. Я жду, когда сыворотка впитается, для того, чтобы захватить фасцию и двигать ее наверх. Настал этот момент, теперь начинается движение вверх. В этот момент я пытаюсь раскрыть все фасции на лице, все мышцы на лице. Если вы будете двигаться медленно, вы обязательно достигнете успеха. Лицо преображается. Также мы можем растянуть круговую мышцу глаза. То есть примерно поняли, что она скрутилась, ну так в кавычках скажем, да, и нам нужно ее теперь в разные стороны обратно раскрутить, распластать. Вот так правильно было бы сказано. Пожалуйста, это мышца глаза. Сейчас она чувствует себя очень хорошо. Наступило кровоснабжение. Ушло долгое напряжение, некомфортное. Сейчас она радуется. Они радуются. Их же две круговые мышцы глаза. У нас очень красивое сейчас лицо, но все равно я подозреваю, что остались еще вот здесь на брыльках, на щечках какие-то токсины, так скажем, остатки фиброзов. Покажем. Мягкое выполнение именно этой техники, прекрасное завершение нашего массажа. Чем дольше вы это сделаете и мягче, тем лучше будет эффект. Никаких шлепков, болевых ощущений. Смотрим. Еще больше подтянулась эта щека, эта сторона.
Для того, чтобы ваши пальцы и руки не уставали, старайтесь работать телом, двигайтесь телом. Пусть двигаются ноги, тело, но руки не должны быть напряжены, руки расслаблены. Посмотрим на результат нашей работы. Я думаю, наша пациентка будет очень довольна, когда встанет. Я вымыла руки, вытерла полотенцем. И сейчас, после завершения процедуры на лицо, нужно обязательно закончить процедуры массажа для головы. Почему? Потому что наш апоневроз, он, можно сказать, держит все наше лицо. Поэтому мы должны обязательно создать лифтинг именно апоневроза. Для этого сначала мы его расслабляем. Мягкие, плавные движения. Работаем с апоневрозом головы. Мягко в зоне комфорта проделаем это упражнение. В этот момент все фасции вытягиваются наверх. Фасции головы, которые тянут за собой другие нижележащие фасции. И внимательный массажист-косметолог может почувствовать или увидеть даже, как второй подбородок его пациента подтянется. По крайней мере, у нас так. Беру чуть больше. Поворачиваюсь корпусом, потому что работаю телом. Руки у меня не напряжены. И третий раз. Еще чуть больше. Почти зону теме захватывает вся наша процедура по вытягиванию апоневроза головы.
После того, как вы расслабили переднюю часть апоневроза, мы переходим к завершающему упражнению. Мы скручиваем волосы, желательно против часовой стрелки, и мягко корпусом, поворачиваясь, вытягиваем наверх. В этот момент, когда расслабление апоневроза дойдет до своей точки, пациент может почувствовать холодок в корнях волос. Тогда можно сказать, что фасция расслабилась окончательно. Можно немножко еще подержать, минутки-две. И после этого завершить нашу процедуру. Надеюсь, вам понравился наш массаж. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите комментарии, постараюсь ответить. До новых встреч, до свидания. Нормально?